Миллион, Артур, миллион! Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли себе что? Взять печеньки, готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой Легенда об Искателе. И это 10-я серия первого сезона, получается юбилейная. Нам очень сильно, опять-таки, расписывали, насколько 8-я, 9-я и 10-я серия крутые. Вот третья, так сказать, крутая серия, которая начинается с такого яркого солнышка, которое ослепляет тебя. Короче, хотел с тобой сегодня, вот редко такое бывает, наверное, когда я сажусь с тобой пить чай, кушать печеньки и смотреть серию. Чай вот был, показываю, да, вон, смотри, на дне остался. Печеньки тут тоже были, я уже почти все съел. Пока Аню дождешься на съемке реакции, пока она все свои дела сделает, в итоге я уже все выпил, в итоге почти все съел. Поэтому... Мне мама звонила, мама святое вообще-то. Поэтому без чая и без печеньки я остаюсь, понятно? Вот так вот. Признай это, мы заблудились. Ну нет, перевал на виры за этим хребтом. Волшебник, знаешь, какой магией ты не владеешь? Признавать свои заблуждения. Зато я легко могу наложить заклятие молчания. Если доберемся до людей, спросим, куда идти. Стойте. Кэлен Амнел. За тобой пришли, мать. Твои... Сплетница? Да по-любому, да. Кстати, спасибо всем, кто пишет комментарии про Искателя, про то, как отличаются книги. Это безумно интересно, это безумно познавательно. Проводить такие определенные параллели между книгой и между сериалом. Мы бы сами, наверное, прочитали, чтобы провести эти параллели, но времени не так много, чтобы это читать, поэтому ты Ну, можно, упрощаешь кстати. нашу жизнь. Ну, почитай, потом мне расскажешь. Кто это? Можно, по крайней мере, посмотреть, сколько стоит книга на Озоне. 50 рублей. Мать-исповедница. Дорогая Кэлен, я знала, мир тебя найдет. А я думал, главная мать-исповедница в этом была. Осталась в... Типа, школа для одаренных детей вот это была за камнем, отдельный мир. Я думал, почему-то там мать-исповедница и все остальные. Сирена? Зедикус Зулзарандер, мой старый друг. Мать-исповедница. Это Ричард Сафир. Искатель истины. Это Получается воистину так. честь для нас. Эрин, Тара, Алана! Я думала, вы попрятались. Да, но шпионы Рала оказались коварнее, чем мы думали. Они раскрыли наше убежище. Каждую исповедницу в Срединных землях ждет смерть. Поэтому мы искали тебя, Кэлен. Мы должны уйти, пока Рал не перебил нас всех. Выбора нет. Мы должны укрыться на Валерии. Валерия? Это остров. Скрыт волшебством, вдали от берега. Уплываете? Только на время. Когда Рал будет свергнут, мы вернемся сюда. Нифига ты придумала. Мать-исповедница, мы же источник справедливости в этом мире. Ну, да, я согласна, что это как-то странно, что они бегут, потому что, по-моему, самое время им здесь быть. Ну, типа, мы приедем тогда, когда все будет сделано. А если ничего сделано не будет, то мы никогда не придем. Да, как бы, а то, что, ну, может быть, это, конечно, миссия Келлен защищать Искателя, но я думала, все исповедницы должны его защищать. Мне вообще кажется, что это в интересах любого гражданина, который проживает на этих землях и имеет недовольство по отношению к Ралу, а не только определенная кучка людей. Да, ну вот когда все будет хорошо, тогда и вернемся. Ну, это вообще странно. Ну, кстати, тоже момент с Ралом. Он такой, он нас истребляет. А зачем ему это делать? Ему проще вас взять, подчинить и использовать в своих целях. У вас же такая имбалансная способность подчинять всех чисто прикосновением. Мне кажется, он бы не убивал их, он бы использовал это в своих целях. Мы не можем оставить людей без помощи. Ралу нужен мир без справедливости. И убив нас, он добьется своего. Тебе лучше уйти с нами, если хочешь жить. Куда уйти? Ты что, больная? Какая-то странность. Реально. Я не могу прервать свою... Да, это не мать-исповедь. Не, это галлюцинации Рала. Это какая-то магичка. Ну не может такая мать-исповедница у Келлен
предназначение помогать искателю в его путешествиях. Она такая, пойдем со мной. Пойдем со мной, пусть искатель сам тут как хочет справляется. Мы ему ничего помогать не будем. Вот у него есть меч истины, пусть он дальше истину из Рала выбивает. Но это глупости какие-то. Миссию. Я этого ожидала. Но решение должно было быть твоим. Мать-исповедница, мы должны торопиться. Квода Рала догонит нас. Мы смогли оторваться, но медлить нельзя. Мы проводим вас к берегу. Там нас встретят другие исповедницы. Мы единственные, кто остались, да? Нет других исповедниц, Кэлен. Все, по пальцам Мы пересчитать. все, кто остались. Ну тогда понятно, да, почему. Ну да. Их было 4 исповедницы, а осталось 3. Легенда об Искателе. Блин, знаешь, ты когда-нибудь смотрела фильм 3 икса? Нет, Там этот играет Вин Дизель. Нет? нет. Вообще ни о чем. Короче, фильм 3 Вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Проект X смотрел. Нет, вот у него там татуировка была 3 икса, и в честь этого его называли типа 3 икса. Он такой там какой-то шпион, работал типа на шпионскую организацию. Я подумал, что нашего деда можно называть 3Z. Или 3Z. Его же Зелдикус, Зараникус, вот этот вот. ZZZ, ну типа Z в кубе. Z в кубе? Как тебе такое? Верно ли вы поступаете, покидая Срединные земли? Не пора ли исповедницам встать и сражаться? Мы сражались. Мы отбили у них храм в Рондексе. Кводы заблокировали двери, и выхода не было. Продолжаю свою шутку о том, что их было 4. В прошлой серии мы же одну из искательниц, одну из исповедниц убили. Ну, как мы, косвенно мы, но не мы эти убили, солдаты Рала. Помнишь, нет? Она еще деревню себе подчинила. Да. Вот это была 4-я, ее, короче, порешали, осталось 3. Мы славно бились, но их были тысячи. И Дэмин нас принялся собирать трофеи. Так нельзя. Жесть. Мне тебя очень жаль. Мне еще повезло. А он когда, он руку потом так на цепь вешает на шее, типа как кроличья лапка на удачу. Они собирались отрубить мне другую руку, но... Мать-исповедница спасла меня. Что такое? Кто-то приближается. Похоже, нас все-таки догнали кводы. А что нам Ему как будто фас сказали, он такой побежал. А что нам бояться? У нас супер самый сильный маг из этих земель. У нас мать-исповедница, королева всех исповедниц. И у нас искатель единственный за 1000 лет. Мы экипированы так, что нас вообще никого врасплох не А взять. если, смотри, это писали, ну, получается, в книге главные героини — это искательницы. Какие искательницы? Ну, Келлен Ну, в Келлен. книге. В книге. Ну вот. А если этот момент выдирали из книги вне контекста и такие: Келлен, нам нужно бежать, нам нужно прятать тебя, типа вот это все. Мгм. И просто из-за этого кажется нелогичным, что они выдернули из книги, где смысл другой, а здесь смысл все-таки в искателе, типа. Ну, И поэтому не сходится что-то. на самом деле имеет место быть, но мне кажется, когда они переписывали, так сказать, сценарий под сериал, они, наверное, грамотно подходили. Ну, тут же пока не было Ну и никаких такие, таких. это впишется. Это Но покажется выглядит- логичным. Выглядит странно. Ну да, кстати, имеет место быть. А ну стой! Подожди. Пожалуйста. Так, мы тебе не Кто ты доверяем. такой? Меня зовут Финн. Я ищу Дени. Мою сестру? Что тебе от нее нужно? Я ищу ее уже полгода. А недавно узнал, что тут видели исповедниц. Помогите мне найти ее.
Она умерла. Моя госпожа умерла. Госпожа опять. Опять госпожа. Опять колдуют Она мертва. Что мне теперь делать? Кэлен, этот человек все еще во власти исповеди. Как это возможно? Я думал, заклятие может быть сброшено только... Если умрет исповедник. Значит, она не умерла? Либо он настолько был в нее влюблен, что даже чары исповедницы на него ему не нужны были, чтобы считать ее госпожой. Выходит, Дени еще жива? Но там у реки она была. Вот она, ее Рал поймал, потому что воины за ними шли, и использует в своих целях, и она всех гипнотизирует для Рала. Но там ранение не смертельное, чисто царапина. Найди его. Я тебя не оставлю. Она много важнее меня. Ты это знаешь. Пожалуйста, Кэлен. Да пребудут с тобой духи. А вы как-то внешне не похожи, вы в курсе. Беги. А с мамой разные. Вот, кстати, логичный момент, опять-таки, да, со стороны нашей исповедницы Кэлен. Добить свою сестру надо было. Потому что вот ее сейчас кто-нибудь поймал, вылечил, а потом использует в своих целях. А она, кстати, еще и мучается при смерти. Знаете, вот у нее кровь вытекает, она в холодной воде лежит такая, по-моему, не знаю. От мучений тоже надо избавлять. Это даже милосердно будет. Она, должно быть, как-то выжила. Рал забрал ее. Мы знаем, конечно. что он делает с исповедницами. Безумие рисковать, спасая ее. Что? Мать исповедницы так не скажет. Кэлен, я любила твою сестру как свою, но это может быть ловушкой. Зачем Ралу сохранять ей жизнь, когда он поубивал стольких? Я уже раз оставила ее умирать. Другого не будет. Знаю, это трудно. Но мой долг сделать все, чтобы выжили оставшиеся исповедницы. Так же, как твой долг – оберегать Искателя в его миссии. Но сейчас... Моя миссия — найти сестру Кэлен. Он такой податливый. Но Дени может быть где угодно. Мира ее найдет. Дени без раздумий жертвовала жизнью ради меня. И сделала бы тоже ради любой из вас. Надо хоть попытаться спасти ее. Бесхребетный, а? Заночуем здесь. Кэлен сказала, ты храбро сражалась там, в Рондексе. Так, дед, магические шары никуда не подкатываем, она слишком юна еще. Быть может, мне удастся вернуть тебе кое-какие потери. Ну-ка, какие? 2 магических шара по цене одного. В руках? О, вылечишь ты ее, куда же умеешь, так? Лувите Манас, Кантулия, Арканефей, Рагенату. Как А жесткий здесь- колдун, да? А здесь работает, как в «Ведьмах из Сэнда», где когда они что-то делают для одного человека, что-то у другого отбирается. Ну, смотри, нет, там не так это сильно Ну, работает. То типа, есть- вот он сделал ей руку, отобрал у кого-то другого. Нет, это у нее должно что-то отняться, скорее всего. Вот он сделал для нее руку, и у нее с другой руки вторая рука пропала. Он просто переставляет руки местами. Да-да-да. Не, ну тут, наверное, так не продумано, типа баланс вселенной. Но то, что он может так восстанавливать, это вообще жесткая способность. Так и есть. Обалдеть. Да ладно. Блин, он вообще маг и чародей жесткий. Ну вообще.
Он реально один может этого Рала, походу, загасить. Вот он еще в прошлой серии мог загасить Рала, но он такой... Нет, ну как бы нам книжка говорит, что искатель должен это справиться, поэтому я просто посижу в сторонке и ушел. Смешная превьюшка была бы. Почему? Но он так на руку смотрит и бьется. Радуется. А там написано серия, да? А, кстати. И она такая радуется выходу серии, она такая: о, 10-я серия, ну наконец-то. Спасибо. Да обращайся. Ой, такой пусть не могу. Всех спасать. Так же Ну. силен, каким я тебя помню. Так, а вы тоже жахались, да? Ну дед такой у нас, шари гоняет. Я не был настолько силен, чтобы остановить Дарклина Рала прежде, чем он стал истреблять ваш орден. Ты слово пацана посмотрел, что ли? Нет, ты смотришь. Жахались. А там тоже такое слово было? Нет. Я просто... Я просто в мире жил, в котором сам как слово пацан, мне даже сериал смотреть не надо. Когда я еще была алтарницей, ты взял меня под крыло. Под какое Помнишь, крыло? что ты мне говорил? Ну-ка. Ты сказал, настоящая сила не в наших магических способностях, а в нашей готовности принять важные решения. Уходя, ты оставил все, что имел, и всех, кого любил. Это было нелегко для тебя, Зет. Но если бы ты не сделал этого, Искатель не был бы наречен, и у людей в Срединных землях не осталось бы надежды. Если бы я был сценаристом этого сериала, вот книга же тоже вроде называется не «Легенда об Искателе», там, а что-то, наверное, по-другому как-то. Я бы сериал назвал по-другому. Я бы назвал сериал «Крутой дед». Как там с перцами, как было? Крутые перцы? Крутые перцы. Это про дедов было? Про дедок. Блин, кстати, крутой фильм, тоже советую смотреть, если что. А это был бы... Блин, тогда можно крутой перец. Крутой не фаршированный перец. Вот прикинь... Ты не любишь фаршированные перцы? Люблю. Блин, фаршированный перец захотелось неожиданно. А почему не фаршированный? Да просто я просто подумал, прикинь, такое название от Диснея. У них там Рапунцель, вот это Ханна Монтана и крутой перец. Ну, классное, да, название? Ты бы стал смотреть? По-любому стал. Не пойму, почему Дени никогда не говорила о тебе? Откуда ты знаешь мою сестру? Я шел убить ее. Что? Я служил в Ордене Крови, которому Рал поручал убийство. В бою она исповедала меня. Я уже давно ее не видел. Дени сказала, что должна сделать что-то очень важное. Она обещала вернуться ко мне, когда все закончит. Она бы вернулась, если бы я не оставила ее умирать. Светлячок в этом кулончике такой: пи-пи-пи-пи, пи-пи-пи, можно без меня решать проблемы, пожалуйста, пи-пи-пи, пи-пи. Оставьте меня. Келлен, мы найдем ее, ясно? Что Мира сказала? Это Дени! Она А близко! там в джинсах ходит, что ли? Хай на распятии висит. Крепость. Это не крепость. Тюрьма. Дени держит здесь. Дени! Куда побежал? Ой-ой-ой! Тюрьму пройти невозможно. Интересно, а можно исповедать того, кто уже исповедан? Вот она может его сейчас подчинить, и чтобы он вот фигней не страдал Хороший ради? вопрос. Переподчинить. Да. Или тут или работает так, типа тот, кто сильнее, тот и может переподчинить. Нет, там, наверное, нельзя так сделать, потому что тот, кто подчинен, он уже под сильной магией. Типа нельзя... Не, он ну- же исповедан уже, типа. Нет, ну а как вот маги, знаешь, типа исповедница 3-го уровня, исповедница 1-го уровня, там вот это вот все. Кто сильнее, тот и переподчиняет. Мортсид пройдет. Зет, не позанимаешься немного волшебным шитьем? Шитьё? Да? Воу! Хорош! Вау! Я ее даже и не признал без грима. Вы что делаете?
Опа! Какой... Куда? А можно вот так ее оставить до конца сезона? Я считаю, этот наряд ей идет. Вообще, да? Хорош. Кайф. Мортсид подходит. А не надо документы спросить, типа, покажите удостоверение Мортсид, типа, к какой группе отряда вы относитесь, где вот это вот все. Скажи командиру, что я привела особого заключенного. Искатель? Ты поймала его одна? Ты задаешь вопросы Мортсид? Она просто идеальна. Она так хорошо играет. Великолепно. На самом деле, очень странно видеть от нее такое поведение, когда ты знаешь, какая она такая пи-пи-пи. Ну, такой ангелок, да? Да, всегда в белом, а тут... Я хочу видеть тюремного надзирателя. Крутая. Нормально, да. Как всегда. Секретное сообщение от лорда Рала. Секретное сообщение обсуждается приватно. Оставьте нас. Ушли отсюда, щенки. Сейчас она его, смотри, Так подчинит. что за сообщение? Я понял, как ее подчинение работает. Они когда не показывали. Она имитирует кота из Шрека. Она такая типа оп, и все сразу оп, и все. И сразу вот это вот. Ну понятно, с глазами все. Шрека, видимо, она смотрела второго часто. Приказывай, исповедница. Какая исповедница? У тебя та, кого я хочу видеть. О, потрепала тебя жизнь, конечно. Замученная бедняжка. Дени. Эллен. Да. Я с тобой, сестренка. Ты за мной пришла. Я не должна была оставлять тебя. А ты кто? Это искатель. Только не будь, Нашла его. не будь Я подставной. боялась, что ты там погибла. Хвала Богу, ты выжила. Блин, прикинь, каково это. Вот она сидит, да, привязана уже не знаю сколько времени. Ну, месяц там, например. Ну, больше даже, наверное. Ну, может, месяц, да. И у нее, ну, как бы каждый день она, ну, возможно, она умирает. Типа, Ну или да, там да. каждый день может стать последним. И вот в очередной раз дверь открывается. А она думает, блин, опять сейчас будут меня бить жестко. Да-да-да, а тут заходит ее сестра, еще и с искателем, и прикинь, какая у нее радость. Это как бы да, но главное, чтобы она сейчас не оказалась паскудой, которая на самом деле работает на Рала, сидит здесь и ждет, когда же ее спасут псевдо, чтобы всех сдать. А мы знаем все эти грязные Они игры уже. мучили тебя. Идем. Нет. Но они хотят забрать моего ребенка. Подожди, а у тебя ребенок от Рала, да? Отвечаю, от Рала. А ты чё радуешься-то? Ну, счастье, племя... Ой, Ну, тети как бы. будет. Им нужен ребенок моей сестры. Что ты об этом знаешь? Даркен Рал намерен сам вырастить исповедницу, чтобы превратить ребенка в послушного ему монстра. Ну, конечно, нормальный план. Идти можешь? Думаю, да. Торопитесь. Генерал Нас уже приближается к тюрьме. Что происходит? Перевод заключенного. Мне приказано держать исповедницу здесь до приезда генерала Насса. Приказ изменился. Ты давай, тут команда главный вон там, чего выпендриваешься? Главный решает, а не ты. Наша Дени свободна. Дени! Ты отец ребенка. Ты беременна, Дени? Наш ребенок скоро родится. Фин отец? Мать-исповедница. Нас все меньше. А Финн был уже исповедан, и я избрала его. Финн сильный. Я уверена, он сможет защитить нашего ребенка от наемников Рала. Очень хорошо. Ну, выбор Родится такой себе. еще одна исповедница. Сейчас мы будем ей особенно рады.
Дени, когда мы отправились к границе, ты ведь уже знала, что беременна? Почему не сказала? Не хотела Если бы портить. ты знала, взяла бы меня с собой в столь опасный путь. Нет, не взяла. А я не хотела отпускать тебя одну. Мы должны двигаться дальше. Тхарианцы бросятся в погоню. Что-то дед сегодня какой-то подозрительный, на все подозрительно смотрит, на все вообще косится. Вот так. Кстати, видел, да, руки висят? Вот эти вот памятные руки, которые на шее должны болтаться. Генерал Насс, мы получили приказ вас не ждать. От кого? Что за приказ? Генерал, этот приказ у меня. Ух ты! Плохо ты поработал, братан, плохо. Лучше же мог напасть. Где исповедница? Она повезла ее к Ралу. Кто она? Муртсит. Еще она поймала искателя. Это была не Мортсит. Она исповедница. Собери лучших. Сможешь доставить ребенка и искателя лорду Ралу, возможно, он оставит тебе жизнь. Разве туда путь не короче? Чувствуешь? Это телузианские сосны. Скроют любой запах, что тхарианцы могли бы учуять. Нормально. Здесь нас не выследить. Хорошо. Может, будет нужна остановка. Хорошо, хорошо. Рожает уже, что ли? Попробуй еще раз. Давай. Так, блин, подожди, сколько месяцев она там в тюрьме была, сколько уже месяцев идет путешествие с искателем, если на тот момент, на том сроке у нее не было видно живота, а тут она уже рожает. Ну, Да. живота, видно живот когда становится? Месяце, наверное, на 4 где-то, да, плюс-минус, мне кажется. То есть, 5 месяцев мы уже с искателем тусим, но что-то сомнительно. Не Уж, знаю, когда там уже. месяце на 6-м, на 7-м уже было видно. То есть как-то тоже странно. Или, возможно, у нее ранние роды, она такая перенервничала, в тюрьме мучилась. И все, и вот поэтому рожает на 7-м месяце. Дени, ребенок лежит неправильно. Ногами вперед! Ой, блин. Нужно развернуть его. А как ты развернешь? Я не хочу его потерять. Резать Всё в надо. порядке, я сейчас. Ты делал это прежде. Я вырос на ферме, помнишь? Хорошо. Ты телят, что ли? Принимал роды. Не хочу потерять ее. Шею сворачиваем ей внутри. Реально, это нереально. Реально, нереально. Ладно, Дени. Еще раз, тушься. Что-то я такой метод не знаю, чтобы в современности использовали. Поворачивать ребенка в животе через живот, это... Ну, может, мы просто не знаем. Так. Да нет, ты что, я бы знал такое стопудово. Нет, так вообще не делали. Если так делали, сейчас бы не делали кесарево. Это и поэтому и делается, что там ногами вперед, если будет вылезать, умрет. Поэтому режут, чтобы достать нормально. Ты что, такие мувы делать опасно? В шоке. Конечно. Я тоже в шоке сижу. Это мальчик. Понятно, когда мальчики рождаются, с каким лицом их матери сидят. Как у меня сейчас. Как знаешь, когда кота заводишь, типа кошка территорию не метит, а кот метит, они такие: фу, опять видео ссать будет этот мелкий. Ну, кстати, я еще знаешь, о чем подумал, что возможно Рал оприходовал разных этих, Женщина. как их там, Исповедниц? исповедниц, да, они не давали ему потомства, он поэтому всех убивал, а это типа раз беременна, поэтому он оставил ее в живых. Как мальчик.
Ну, не повезло. Что такое? Он должен умереть. Прям так жестко? За что? Ты не виновата, Дени. Никто не виноват. Ты не могла это предотвратить. Ну да, тут 50 на 50. Келлен, что происходит? Нужно найти крик-корень для ритуала. Я думаю, у нее уже... Кто-нибудь типа, объяснит мне, что тут материнство происходит? уже- Материнский инстинкт же уже сильно развит к этому времени, наверное. И чё? И поэтому ей вообще сейчас очень тяжело. Ну да, ну а подожди, да интересно, зачем они хотят его убить? Мальчиков-исповедников не оставляют в живых. Их души должны быть очищены ритуалом вод, прежде чем они отправятся в подземный мир. Ритуал? О чем ты говоришь? Мы должны утопить дитя. Это же дико. Чтобы исповедница родила мальчика, это невероятная редкость. Но если так вышло, нельзя допустить, чтобы он смог вырасти. Мужчины-исповедники также обладают огромной силой, но не могут не поддаться соблазну использовать ее в своих целях. Их убивают при рождении. Так, В смысле, использовать в своих целях? Типа женщин использовать? в ну своих да, целях? да, скорее всего. Но это вообще какой-то жесткий сейчас сексизм. Потому Да, это глупо. женщины не могут воспользоваться соблазном. Вон, смотрите, это исповедала мужика и зачала от него ребенка. То есть А он. другая всю деревню поработила. Да, а они как будто у нас все чистые и невинные прям сидят. Что-то какая-то дичь. Вас становится все меньше. А вы хотите убить только потому, что он может быть злым? Матери исповедников часто думают так же, как ты. Одна глупая юная исповедница не смогла отдать на смерть сына И он стал ралом. и решила тайком его вырастить. Она думала, что любовь в ее сердце будет достаточно сильной, чтобы не дать ему свернуть на темный путь. Но когда мальчик подрос, его жажда крови стала непреодолима. Мой сын, ему было только 11 лет, когда я убила его. Фига. Ну, я тоже помню, как может быть Рал. Если бы Рал умел исповедовать других и подчинять, то ему не нужны были бы исповедницы. Поэтому странно было бы, если это он. То, что таким стал твой сын, не значит, что таким вырастет сын Дени. Он еще младенец. Есть время понаблюдать, как он растет. Узнать, обратится ли его дар во зло или нет. Келлен, И убить, когда он будет в осознанном нельзя с возрасте. этим соглашаться. Думаешь, это так легко для меня? Он мой племянник. А ты чё грызаешься-то? Ричард, я знаю, тебе это очень нелегко понять. Но древние порядки надо чтить. И чем дольше мы позволим малышу жить, тем тяжелее нам будет сделать то, что мы обязаны сделать. Умертвить его сейчас не такая жестокая судьба для самого ребенка и его родителей. Финн возьмет дитя и совершит ритуал вод. Так может быть, им решать? Другого выхода нет. Ты знаешь, что нет. Отойди от него. Я думал, он по рукам ей такой, типа, ну-ка, брысь. От зла невозможно избавиться. Его не вылечить любовью. Его можно лишь уничтожить. Ты никогда не тронешь этого малыша. Тхарианцы, они рядом. Мы должны уходить. Я отвлеку тхарианцев, но вы пообещаете мне, что не тронете ребенка, пока меня нет. Что, генерал сам за ними идет? Ой, Нифига. во! Масло дал и корень. А, ладно. Ритуал вот. Родился мальчик. Родила мальчика. Девочка-исповедница — это уже награда. Представьте, что Рал может дать за мальчика-исповедника. Они бегут, не останавливаясь. Значит, совершить ритуал вот у них не было времени. Сэр,
Следы ведут туда. Догнать их. Надо спасти ребенка. Надо спасти, но не дать его Ралам. Ты увел их? Они нашли следы, которые я им оставил, и пошли в другом направлении. Хорошо. Но теперь они легко не сдадутся. Знают, что это мальчик. Как я понял, Рал хочет заполучить исповедника мальчика. Эта темнота тянется к темноте. Но ему его уже не видать. Потому что... Где ребенок? Финн унес его. Вы обещали не трогать его. Мне жаль, Ричард. Тебе этого не понять. Ты права. Я не понимаю. Ты обманула меня. Я знала, что ты сделаешь все, чтобы спасти дитя. Вот сложное на самом деле решение довольно-таки. С одной стороны, хочется быть на стороне Ричарда, типа, зачем убивать ребенка, который еще ничего не натворил, А с типа. другой стороны, если его хотят так сильно заполучить... Да, меня другое больше. Я с другой стороны думаю, типа, ну раз у них это в традициях, как бы по правилам, например, которые там уже, например, 1000 лет они, то кто ты такой, чтобы влезать в чужие, опять-таки, правила их жизни, их быта? Ну, ты один, во-первых, а их много, кто придерживается этих правил. Плюс, ну, ты не знаешь всего вот этого, того, что они видели, что они испытывали. Ну, опять-таки, у них своя община была, да, со своими нормами. Ну, не тебе решать, как им жить, короче. Вот это тоже момент такой. Ты нет? Ричард, сохранить ему жизнь было бы нарушением всего, чему мы учились. Я никогда не пойду против своих убеждений. А я не... Прикинь. Это странно, эта традиция возникла из-за того, что сын одной... Нет, только- не факт, не факт. Нет? Возможно, уже до этого было, но она как бы вот эта мать-исповедница тоже решила спасти своего сына. Первая там, кто говорит, ой, мы 1000 лет убивали сыновей, давайте вот этот раз я спасу. Она решила спасти. А, да, по-моему, так и было. Что-то на такое. Вот, А, и все, и он тоже начал фигней страдать. Типа, Мгм. я говорю, прикинь, сидишь на экзамене в 1 классе, а у тебя вопрос, что делать, если у тебя родился сын? Она такая, варианты, убить. не пойду против своих. Финн, нет. Его исповедовали. Я Или не второй могу раз. ослушаться госпожу. Делать то, что захочет твоя госпожа? Да. Прикинь, сейчас он ему мозги промоет, типа скажет, ой, ты не обязан слушаться, делать так, как велит твое сердце, и снимет с него этот Заклятие. заклятие. И в итоге Финн пойдет, так он придет в себя, скажет, так, я же дал клятву Ралу, я должен служить ему, и отнесет ребенка вообще Ралу, и все, и они останутся и без подчиненного, и без ребенка. Тогда Ричард вообще молодец будет. Тогда Ричарда я, конечно, басу знат. Хочет, чтобы я утопил нашего сына. Ты уверен, что этого Дени хочет? Мать-исповедница приказала ей. Разве ты не чувствуешь, что у госпожи на сердце? Как она радовалась, Ты там когда родила. Психолог. Хочет, на ушко нашептывал. чтобы ребенок умирал. Тут должен, знаешь, появиться другой Ричард с другого плеча. И он такой, ты должен утопить ребенка. Другой такой, нет, ты не должен утопить ребенка. Ты знаешь ее сердце лучше всех, Финн. И знаешь, чего она хочет. Она хочет, чтобы ее малыш жил. Я буду защищать его ценой своей жизни. Такой же усатый и бородатый сижу, короче, как он. Так, госпожа не давала тебе права на умываться. Умывается он тут. Ты отдал ребенка искателю? Я думал, ты этого хочешь.
Нет, ребенок злой и должен умереть. Я тебя Ошибся. подвел. А подвел? Куда отправился искатель? На север. Я догоню его. Нет. Пойдешь с Аланой. Отведешь Дени и остальных к побережью. Волшебник, Кэлен и я отправимся за ребенком. Мира будет твоим гидом. Встретимся на берегу, когда вернем дитя. Там завершим ритуал. И отплывем на остров. Хочу домой. Ла-ла-ла-ла. Мать-исповедница, позвольте мне самой пойти за Ричардом. Я иду быстрее в одиночку. И в юбке побежал. Сэр, мы потеряли их след. Они где-то близко. Тебе же лучше, если ребенок будет жив, когда мы их найдем. Понял, нет? Ладно. Хорошо. Мы от них ушли. Всё Ну будет. все, сериал, короче, может это. Сейчас Ричард будет оставшийся сезон с ребенком на руках. Этот. А потом папины дочки, папины сыночки. Фильм был, помнишь этот? Опять с Вином Дизелем, да что ж такое сегодня? Лысый нянь. А, да. Во, этого. Кстати, классный фильм. Ну такой, да, пойдет. Прикольненький. А вот он будет, короче, тоже нянькой, будет воспитывать себе преемник. Будет хорошо. Иди прочь, Келлен. Ричард, стой! Эй. Слушай, как разговаривает. Ага. Что ты намерен делать? Бегать с младенцем на руках? То, что вы задумали, это варварство. А если он его исповедует? Кто, ребенок? Да, он такой, агу-ага, и Ричард такой, ну все, агу-ага, понятно, теперь я твоя агу-ага. Да, и он такой, типа, я не хочу умирать. И он такой, ладно, не будешь. Да, не, Ричард должен, знаешь, типа, Агуага. дать ему погремушку и соску. И все. Я знаю, это выглядит именно так. Но ты должен понять. Ребенок — это угроза всему, за что мы боролись. Откуда ты знаешь, если мы в живых никого не оставляли? Слишком опасно опираться на надежду. Надежду? Разве это не то, за что мы сражаемся? Келлен, я был приговорен с рождения. Даркенрал велел убить меня из-за слепой веры в пророчество. Ты хочешь, чтобы я не верила в пророчество? Нет, хочу, чтобы ты верила в меня. А я хочу, чтобы кто-нибудь верил в канал Вилка. И, соответственно, поддержал канал, подписывался, ставил лайк, оставлял комментарий, писал, как тебе серия, как тебе реакция. Залетал в Телеграм, у нас там общение, анонсы, чат по темам. Также можно подписаться на Бусти, ранний доступ, эксклюзивы, заказ серий. И все. Он голодный. Пора кормить его. Что, ты будешь? Не, он будет. выкормить? Чем ты кормишь? Не тем кормишь. Футболку подними. Что такое там даешь? Кабачок? Подожди, раздавит сейчас. Когда я малышом был. Кабачок. Ты промахиваешься. Ну да, ребенок такой, 3 капли, ну хватит, я наелся. Я знаю, что вкусно. А сейчас скажет, какой ты отец замечательный. Ричард, что нам делать с ним? Короче, предлагаю сделать так. Мы кинем ребенка в рюкзак. Пойдем ко всем. Скажем, мы его убили. На самом деле он в рюкзаке. Когда кто-нибудь скажет, а что это у вас шумит в рюкзаке, мы скажем, кошка. Там кошка сидит, пихукой. И все. Все спят, мы тихонько достаем его, накармливаем и обратно туда, в рюкзак. Я думал, может отнести Из его в этих, долину который Тандора. может просканировать все. Сестры Света делают все, чтобы защищать детей Тандора. И никогда не примут исповедника.
никто не примет. Кстати, всегда удивительный, да, момент. Вы знаете, что ребенок рождается лысым? Ребенок родился только у них полдня назад, уже весь волосат, уже волосы просто по колено практически. Может, Пушок? Нам все решать, Ричард. Пушко. Ничего вы решать не будете. Так, Ричард, в кубе постой. пришел. Нам не нужны раздоры между собой. У нас и без того врагов хватает. Этот малыш не враг нам. Но может им стать. Дар генерал тоже был младенцем. И сколько он отнял человеческих жизней. Если бы у тебя был шанс воспитать его иным, смог бы? Никогда, ибо зло в его природе. Пусть, но не в моей. Никто этому ребенку не причинит вреда. Хватит спорить, Зедикус. Если он тебя не слушает, послушает меня. Что это? Твои убеждения настолько сильны, что ты угрожаешь исповедать Искателя. О, и в мыслях не было исповедать его. Что это такое? Это какая-то... Что такое у него ток пошел? У него сигнализация стоит, антиисповедование какое-то. Сейчас ее током должно в ответ ударить Что за жесть? Ты вообще с ума сошла, мать? Реально. Ну-ка не слушай. Мать-исповедница. Какой приказ? О, понятно. Ну это все. А как нам же надо нашего имбалансного деда вернуть, который весь сериал-то сейчас на своих плечах вывозит. Поэтому мать Миранду хотел сказать. Мать-исповедницу надо убить. Миранда. Президент? Да, тот еще резидент. Что ты Вон Итан натворила? Уитерс. Ты предала наш орден, Келлен. Кто ты такая, чтобы сомневаться в моих суждениях? Когда твои так явно зависят от чувств к Искателю. Ты отречешься от всего, для чего жила. От всего, во что верила. Ради того, кто не сможет полюбить тебя. Зедикус, забери мальчика. Ну-ка, Зедикус. Он на него не подействует. Не подействует. Нормально. Зед, ты же не хочешь убить нас! Бесполезно, Ричард. Он исповедан, он не такой, как прежде. Блин. Я не хочу с тобой драться. И он не хочет драться с тобой, Искатель. Отдай мне ребенка, и вы продолжите свою миссию. Миссию? Ты все погубила, исповедав волшебника первого ранга! Реально, мать. Как только я заберу дитя, я дам приказ Зедикусу снова стать волшебником Искателя. Ну это какая-то И фигня, это всё уже будет будет не как тот раньше. Зедикус. Нет. Что ж, прекрасно. Заставь его уйти. Прикинь, сейчас, короче, мать-исповедницы, которая против зла, которая заколдовала мага первого уровня, который должен помогать Искателю, убивает самого Искателя, и тем самым пророчество обрывается. Просто за такой нелепой случайности. Прикол. Мать исповедница! Ты убьешь его! Ну, без меча ты уже не так крут. Келлен, все это слишком затянулось. Твоя миссия — защищать Искателя. Ты лучше меня знаешь, что его жизнь много важнее жизни ребенка. Так что отдай его мне. Блин, вот тоже, да, так вот подумать, в этом их мире и так много проблем. Особенно много проблем у Искателя, потому что его все хотят убить. Много проблем у Исповедницы, потому что ее все хотят убить. Отдали бы уже этого ребенка, да, нечеловечно. Ну, блин, ребят, так много проблем бы вы сейчас все просто уменьшили. Вы бы такие, ну, да, и ушли бы, и все. Дальше, у нас одна цель, у нас победить Рала, освободить эти
Средиземные земли, какие они там. Вот, и все. И ты воюем за ребенка, которого даже не знаем, которого даже не из нас выпал. Прими это несложное решение, Кэлен. Чтобы спасти любимого. Не надо, Кэлен. Кэлен, нет! Сейчас подчинит исповедницу, смотри. Подчинит мать-исповедницу, отвечаю. Ничего, Кроха. Скоро все кончится. Нет, не подчинишь? Или исповедницу нельзя подчинить? Блин, освободите деда. Дед, ты куда пошел? Что происходит? Почему меня никто не слушается? Ты же не исповедник. Прости, Я что пошел против сценарист. твоей воли, пытаясь спасти нашего малыша. Я подвел тебя. Нет, ты не подвел меня. Ты исполнил мою волю. Дэнни, выкинь эти мысли из головы. С чего это? Мать-исповедница знает, что нам делать. Нельзя ей перечить. А что, если бы это был твой ребенок? Так поступали всегда. Много тысяч лет. Нас осталось всего 6. Какой толк в древних обычаях? Нас осталось всего 6 вот этих двух мадемуазелей, если что, я видел только в начале, когда они пришли с мать-исповедницей, и вот сейчас. Все это время их и не было, я вообще не знаю, как они так максимально скрывались. Они, пока идут диалоги или дебаты, у них эти просто две за деревом, походу, такие стоят. Нас здесь нет. Прости меня, Ричард. Но иначе я не могла. Не вини себя. Зет исповедан. Меча истины нет. Это конец. Не думаю. Что пришли? Верно? Мать-исповедница унесла дитя к берегу. Топить. Мы еще успеем. Она исповедала Зеда. И меч сейчас истины у нее. Убьют матушку. Что будем делать? Нам нужна помощь. Здесь следы исчезли. Вот этого? Куда же он пошел? Я здесь. И безоружен. Тогда ты дурак. Сейчас его вот этот план реально будет таким глупым, он скажет: так, там младенец, идите заберите его, и они убьют ее и заберут младенца. Если это так, то это вообще максимально глупо. Отдать. Главное, чтобы они Зеда не убили. Ну да. Чё-то. Ой, так, ты так прям с голыми руками. Ему не надо, он это карате пацан. Жестко, конечно, самим набито. Это вообще недавно родила уже эту скачку. Типа, есть вот после родов восстановительный процесс, да, они там лежат, оклемаются несколько. Какие там восстановления? Вон, пошла сразу биться. Вот с таких надо что, пример брать. Это Кейт Миддлтон, по-моему, да? Да, Кейт Миддлтон после родов через 4 часа уже стояла на балконе и всех там приветствовала. Нормально. Причем намалёванным. Не знаю, конечно, для меня слышно нет. Ты еще потише говори. Исповедует.
давай! Келлен, давай! О, нормально. Хорош. Главного генерала исповедали, ну все, это забей просто. Приказывай, исповедница. Да, чисто Исландия. Что такое, мать-исповедница? Остальные. А, нет, Они ну, уже должны Исландия. быть здесь. К нам идут. Останови их. А вот и мы, а вот и ты. Только деда не убей, пожалуйста. Блин, такой на самом деле этот лысый генерал полезный был бы. Можно было взять и отправить его к Ралу, типа сказать, типа, смотри, он такой пришел бы к Ралу, сказал: о, Рал, великий мой господин, я к вам хочу зайти. И убил бы Рала, и все. Они взяли и профукали такого генерала просто Ну, на я не отвлечение знаю, внимания. убил бы он Рала или нет, потому что Рал довольно-таки умный. Ну, попытка. Генерал тоже супер опасный. Так, его все боятся здесь. Самый опасный, самый преданный, Ему кстати. доверяют. Вот Самый это да. преданный и самый опасный. Тебе не Под- узнать, подопечный. как сильно ты разочаровала меня, Келлен. Я думала, что однажды ты станешь матерью-исповедницей. Как я могла так ошибаться? Тебя учили всю твою жизнь, как различать хорошее и плохое. Этот ребенок может уничтожить все, за что мы боролись. Нет. Мы боремся за мир, в котором не будет жестокости. Убив это дитя, мы добьемся цели. Ты убил. Ну и вот и деда вернули, да? Дед нам вернулся. Если не убили мать-исповедницу. Ричард. Как я рад, что не сжег тебя. Блин, лысого жалко. Они такие, короче, нас всего 6, нам надо беречь себя и увеличивать свое количество, будем рожать. В итоге сами же своих убивают. Она посвятила свою жизнь освобождению Срединных земель от тирании Даркина Рала. За это ее запомнят. Духи, позаботьтесь о ней так же, как она заботилась о многих. Значит, Келлен теперь мать-исповедница. Ну, не знаю, как у них это принимается. Может, голосование? Мы должны выбрать мать-исповедницу. Голосование. Так, я вот за эту, за правую, если что. Вот это вот за правое, потому что я ее видел один раз всего за эту серию. Я считаю, что она достойна за счет этого. Мы выбрали. Это ты, Келлен. Она одна в белом, конечно, она выделяется. Она уже, типа, возвысилась над Я ним. прощена, но я обязана и дальше помогать Искателю. Также и мы остаемся помогать людям пережить тиранию Рала. О, не сбегают. Смотри, как они выросли даже за серию. Возьми Миру. Она вам поможет. Одна в белом стоит. Выделяется.
Спасибо, что вернулась за мной. Я молила духов хранить тебя. И они это сделали. Сестринский поцелуй, что? Все сестры так делают. Да мы поняли, сестры, вы любите друг друга. Хорош. Плывем. Искатель тоже с ним поплыл, походу. ГТ, да ну ваши разборки. Я погнал. Такой розовый Они фон. справятся. Ты сама сказала. Дени и Финн не могут быть исповеданы, так что прикосновение их сына ни к чему не приведет. Он не будет развращен своей силой, потому что не сможет ей воспользоваться. Видишь? Ответили на вопрос. Исповедать исповеданного уже нельзя. Мгм. Там на Валерии не будет никого, чтобы испортить его. Вот А они раз идут его в не этот испортят, закрытый остров. он вырастет на стороне добра. Но что, если мы ошиблись? Что, если мы выпустили ужасное чудовище в этот мир? Что тогда? Ну-ка покажи черные глаза злодея, покажи. Нет, да? Ничего не показал, ничего не показал. Короче, быстро мне все в комментариях, кто знает, кто не знает, напишите, покажут ли нам вот его потом, выросшего, чтобы вот показали, что он стал на стороне добра, или он стал на стороне зла, потому что... Я думаю, в главной битве с Ралом покажут. Я не знаю, в этом сезоне, может в следующем, это важно, потому что, ну, сделать такую серию замут про этого пацана и так за него драться, убив мать-исповедницу, устроить просто невероятный стирание стереотипов просто для того, чтобы потом его не показать, что с ним стало, это будет максимально глупо. Да. Пусть ему будет 6 лет, пусть ему будет 10 лет, пусть, я не знаю, что-нибудь будет, но будет от него либо вред, либо польза, хочется это увидеть. Ну, не зря же мы тут как бы все это видели. Прикольная серия, опять-таки. У Искателя... Вот этот мув интересный, когда Зеда поработили, и ты такой, Ага. типа, что? У Искателя прикольные серии, но опять-таки вот я все равно не могу сказать, что они до конца правильно поступили. Я уже объяснял, да, с одной стороны вроде бы и надо спасти, с другой стороны, ну ты лезешь в чужой монастырь с чужими правилами. Со своими правилами. Ой, ну да, со своими правилами, ну такое какое-то себе, нет, смешанные чувства, опять-таки противоречия, ну тут, наверное, каждый волен сам принимать какие-то определенные решения. А так вообще классно, очень супер, прям нормально. Хорошая серия, согласна. Мне очень понравилось. Здорово. Как и предыдущая серия, но предыдущая мне понравилась немножко Вот предыдущие побольше. две прям классные, и 8-я, и 9-я, это как будто чуть-чуть послабее, но тоже хорошие. Да. Все. Спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция. Залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы. Подписывайся на Бустер, ранее доступ эксклюзивы. И увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока.